Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, вы увидите мой топ-10 смартфонов на сегодняшний момент, которые можно приобрести до 10 тысяч рублей. И все из них я считаю достойными. Если брать про конкретно смарты, которые сегодня будут в топе, да, у них у каждого есть какие-то минусы. У кого-то есть неполноценный Always On дисплей. Какие-то из смартфонов нужно будет потом разблокировать. У каких-то необходимо обращать внимание китайская версия, глобальная версия. Допустим, у смартфонов BBK я напоминаю, что всегда в стоке, даже если китайская версия, русский язык, но может не хватать каких-то бендов. Если брать Xiaomi, то до 30 тысяч рублей у них очень часто урезанный Always On дисплей 10-секундный. У них очень часто, если вы покупаете китайскую версию смартфона Xiaomi, то у него не будет русского языка, нужно русифицировать. И у всех есть свои минусы. У кого-то каких-то бендов не хватает, у кого-то еще чего-то. Здесь будут смартфоны и малогабаритные, то есть так называемые компакты. Разумеется, будет один игровой смартфон, притом он по мне все еще классный и будет классный минимум года 3. Поэтому напоминаю, что весь топ сегодня на момент издания топа можно приобрести до 30 тысяч рублей. Опять же, основное это Али, потому что все остальное, как вы понимаете, имеет наценку какую-то. Если говорить о других днях, допустим, сегодня старт продаж Poco F5 и F5 Pro, у меня был стрим на канале, посвященный их презентации. F5 можно взять в 35 тысяч, F5 Pro можно в 33 уложиться, если у вас будут купоны работать. Не у всех они работают. Это топы за свои деньги. Посмотрите презентацию. Кстати, Poco F5 я буду разыгрывать. У меня на канале преза сохранена. Ничего там фееричного нет, но сможете участвовать в розыгрыше. Если говорить об остальных смартах, у всех смартфонов есть свои плюсы и свои минусы. Но то, что сегодня я вам подобрал, чтобы вы понимали, это я не сделал 10 обзоров и взял, сварганил топ. У меня есть топ-10 смартфонов на Snapdragon Gen 2, у меня есть топ-10 свежих смартфонов Xiaomi. 13 Ultra там пока отсутствует, завтра, к слову, на нее может быть будет обзор, потому что камера, я считаю, пока печальной. Не знаю, кто там что увидел, я не увидел пока ничего суперфлагманского. Если говорить о, в принципе, количестве смартфонов, которые выходят в год, это больше 5000 в 2021 году и 3600, по-моему, моделей вышло в 2022 году. То есть вы понимаете, что из брендов эшелона мы минимум имеем 800 где-то моделей. Около 200 моделей за последние 2 года я протестировал. Логично, я приобретаю только то, что я понимаю, что могу либо продать, либо использовать. И все эти смарты выбраны из тех, что я выбирал для покупки. Проще говоря, и на пальцах. Смарты классные. Смотрим, выбираем. Напоминаю, что внизу у меня есть ссылки на обзоры данных девайсов, ссылки на покупку в России, но они дороже, и ссылки на покупку в Китае. Они дешевле только во время сейла. Плюс еще, разумеется, в ссылках на обзоры вы увидите комментарии пользователей, которые уже какие-то из смартов купил и видят плюсы и минусы, которые я не заметил. Второй важный момент, там много примеров фото и видео, плюс сравнений на некоторые смартфоны. На лайв-канале есть тесты по игровой автономности в Твиче, в записи на большинство их смартов сегодняшнего топа. Внизу временные метки: 10, 9, 8, 7, 1, 4, 5, 6 место. Ориентируйтесь, пишите, с чем не согласны, пишите, какие еще топы вы хотите увидеть на канале. Огромное спасибо всем за просмотр, огромное спасибо тем, кто поставит лайк, колокольчик и подпишется на канал. Смотрим. На 10 месте моего топа Realme 10 Pro Plus. Чем хорош данный смартфон, так это качественный и красивый экран, неплохая фронталка для ее характеристик, высокая точность GPS, комплект стандартен для Realme, есть силиконовый чехол, блок питания на 67 Вт и защитная пленка на экране. Это вам не яблоки и самсунги, правда? Зарядный кабель с USB-A на Type-C и скрепка для извлечения слота под 2 нано-сим-карты тоже есть. К сожалению, карту памяти запихать туда нельзя. Весит смартфон скромные 173 грамма, габариты составляют 161 на 73 на 7,8 мм. 3 расцветки на выбор — это черная, голубая и золотистая. Тыльная часть выполнена из пластика, как и рамка. У смартфона разъем USB Type-C OTG версии 2.0, что не удивительно, но печально даже в этом бюджете. Звук у смартфона стерео, причем очень хорошая. Есть технология Hyros Audio и Real Sound с предустановками, но без ручного эквалайзера. Bluetooth кодеков на борту более чем достаточно, вибромотор неплохой и приятный, к тому же еще и настраиваемый. Не топовый, но хороший. Мини-джека и К-порта нет, как и официальная защита от влаги. И неофициальной защиты от влаги нет тоже. AMOLED-дисплей имеет размер 6,7 дюйма, разрешение 2
2412 на 1080 точек с поддержкой HDR10+, и цветовым охватом DCI-P3 на 100%. Плотность пикселей 394 ppi, по мне это золотой стандарт, 400 ppi для того, чтобы было комфортно. Пиковая яркость 800 нит, чего в принципе достаточно, но не с головой. Если будете ходить на пляже, вам этого не хватит. Частота обновления экрана 60-120 Гц и автовыбор. Тач на 360 Гц в играх показал себя хорошо. Автояркость работает корректно, полноценный Always On дисплей на борту. Показатели шума отличные, глаза от экрана не устают. Сканер отпечатков пальцев в экране работает хорошо, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, но можно завести 5 других отпечатков. Распознавание лица срабатывает неплохо, и можно завести биометрические данные только одного лица. Процессор MediaTek Dimensity 1080 MTK, графический процессор, стандартный обвес для него Mali G68, интерфейс Realme UI версии 4.0 на базе Android 13 версии. Оперативка LPDDR4X на выбор доступна 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память, к сожалению, UFS 2.2. И на выбор 128 или 256 гигабайт. Смарт поддерживает Wi-Fi 6 серии, есть поддержка 5G сетей, а для 4G есть 7 и 20 бенд. В китайской версии 20 бенда нет. Звучание у смарта во время разговора отличное, микрофоны и датчик приближения меня не подводили. Bluetooth версии 5.2, NFC-модуль на борту, так что с МИРПМ проблем не будет. GPS показывает точность 1 метра, стандартно для Dimensity. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, PC-Mark показал время автономной работы на 100% яркости при максимальной герцовке 9 часов 33 минуты. Это прям круто. Смарт поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, также примерно как Poco F5, который я буду разыгрывать. Недавно у меня был на него разбор презентации, посмотрите, посмеетесь. Беспроводной зарядки здесь нет, что неудивительно. Опять же, в этом бюджете ее нет ни у кого. Полностью от родного блока питания смарт заряжается за 50 минут, в играх в среднем уходит 19% при одновременном стриминге на Твиче и игре. В играх на рекомендованных настройках графики показал он себя хорошо. На лайв-канале есть примеры того, как я его гонял на автономность в играх, посмотрите. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED-вспышки. Основной модуль на 108 мегапикселей, сверхширик на 8 мегапикселей и макромодуль на 2 мегапикселя. Видео смарт может писать максимум в 4К 30 FPS, оптической стабилизации нет, цифровая есть, но отрабатывает она плохо. В стоке доступно, разумеется, много различных режимов и фильтров. Фронталка на 16 мегапикселей с углом обзора 82,3 градуса может снимать видео максимум в 1080p 30 FPS, к сожалению, но так у них и у флагманов повелось, что в большем разрешении они снимать не способны. Минусы: нет мини-джека, нет ИК-порта, нет 60 FPS для основного сенсора и для фронтального в 4К. Хотелось бы слот под карту памяти. И не забудьте, кстати, что примеры фото и видео есть, разумеется, в самом обзоре. На все эти девайсы у меня есть обзоры. И исходники, разумеется, в моей личной телеге. Ищем, смотрим, оцениваем, кому важна камера. Смарт хорошо показал себя в играх, у него отличная автономность и фото на основную камеру. Вы наверняка слышали про блокировку звонков китайской версии смартфонов BBK на территории РФ. Риск есть, как и есть пути решения. Есть инструкции на разных ресурсах со способами обхода блокировок, хотя единичные случаи тех, у кого не получилось, тоже встречаются в сети. Мне кажется, что они что-то не то делали, но это не важно, потому что этими людьми можете оказаться вы, если будете покупать китайскую версию. Также, по словам покупателей и подписчиков, некоторые продавцы на Али высылают смартфоны, которые уже не блокируются. Читайте отзывы у продавцов, спрашивайте у покупателей. За цену китайской версии можно и заморочиться. На 9-м месте моего топа, что неудивительно, красуется Realme 10 Pro. Из плюсов, разумеется, хочется отметить 120 Гц экрана. Он безумно легкий, фото здесь при правильных руках просто шикарные получаются. Процессор тротлит минимально, мне лично понравился его дизайн, и очень большому количеству людей этот дизайн реально заходит. Плюс мы можем еще и карту памяти запихать, и стерео здесь есть, пусть и псевдо. Здесь нет шима, так как это IPS-экран, и для кого-то это будет являться огромным плюсом. В комплекте мы имеем темный силиконовый чехол, защитную пленку, блок питания на 33 Вт, зарядный кабель с Type-A на Type-C, скрепку для извлечения гибридного слота под 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим-карту и карту памяти. Молодцы. Весит 10 Pro 192 грамма, а размеры 163 на 74 на 8,5 мм. Приобрести можно в 3 вариантах расцветки. Это голубой, черный и градиент в светлых тонах. Корпус не марки, выполнен из пластмассы, но качественный. USB Type-C разъем OTG версии 2.0. Ожидаемо звук у смартфона стерео хорошая, но громкости слегка не хватает. Есть сертификация Hi-Res Audio и технология Real Sound с 4 предустановками. Bluetooth кодеков на борту достаточно, вибромотор не лучше, я бы даже сказал хуже среднего. Мини-джек в наличии,
наличие АВО-ТК-порта нет. Класс защиты от влаги не указан. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,72 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек с сертификацией TUV Rainland, низкий уровень синего цвета. Плотность пикселей 392 ppi, стандартно и хорошо, яркость, правда, плохая. 600 нит, а пиковая всего 680 нит. Для IPS это, конечно, неплохо, но если вы привыкли к ярким AMOLED, вы понимаете, почему Smart только на 9 месте. Хотя, опять же, все, что в топе, я рекомендую, потому что смартфонов я обозревал в десятки раз больше. Частота обновления экрана 120 Гц, 60 Гц, а также авторежим. Тач на 240 Гц, результат теста средний. Автояркость работает корректно, Always On Display здесь нет, потому что это IPS-матрица, напоминаю. Сканер отпечатков пальцев кнопки блокировки работает отлично, можно добавить отпечатки 5 пальцев. Также неплохо срабатывает и распознавание лица, внести можно данные только одного лица, рамки минимальные, если не учитывать большой подбородок. Процессор Qualcomm Snapdragon 695, графический процессор Adreno 619, интерфейс Realme UI версии 4.0 на базе Android 13 версии, оперативная память LPDDR4X на 8 или 12 гигабайт, внутренняя память UFS 2.2 на 128 и 256 гигабайт, и расширить память, вставив microSD, можно. Smart поддерживает Wi-Fi 5 версии, имеется поддержка 5G, для 4G есть 7 и 20 бенд, звучание при разговоре хорошее, микрофоны и датчик приближения работают корректно. Bluetooth версии 5.1, хотелось бы, конечно, 5.3, но что есть, то есть. NFC-модуль на борту работает без проблем, устанавливаем МИРПы и оплачиваем все картой через телефон. GPS-тест показывает точность 3 метра, стандартно для Qualcomm, лучше не бывает. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке показал время автономной работы 8 часов 44 минуты при максимальной частоте экрана и максимальной яркости. И это хорошо. Smart поддерживает быструю зарядку на 33 Вт, от 0 до сотки заряжается за 1 час 10 минут, в играх уходит в среднем 16% заряда в час. Беспроводной зарядки нет, в играх и тестах результаты по минимуму, но стабильно. Основной блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор на 108 мегапикселей и портретный сенсор на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей также может снимать видео максимум 1080p 30 fps. По камерам примерно так же, как и старшая модель. 10 Pro неплохо справился с дневным светом, но не с искусственным. И вряд ли справится. Минусы: нет АК-порта, скромная зарядка, нет ультраширика, нет запаса по мощности процессора, больше нет смысла перечислять, так как это все-таки бюджетник, у смарта приятная внешность, IPS-экран. Если вам важно, чтобы не было шима, по большому счету он хорош. И лучше на IPS я не помню из новинок. Можете меня поправить. Также напоминаю, что также у Realme возможны блокировки, если вы переходите не от 10 места к 9, а просто смотрите 9. И поэтому лучше покупать глобалку. Но если есть опыт, можно купить китайскую версию за копейки, разблокировать и пользоваться. На 8 месте моего топа OnePlus Ace 2V. У него вообще глобалки нет. И первое, что сразу бросается в глаза, это механический переключатель режимов, что удобно, и раньше они запихивали это только во флагманы. Прямые грани дисплея удобны для игр, а в звонилке, так как это китайская версия, есть возможность записывать звонки без уведомления собеседника о начале записи. Напоминаю, что в глобалах таких вещей не бывает. И, конечно, процессор, который набирает 1 000 000 баллов в Antutu. Упаковка, как всегда, у OnePlus в минималистичном стиле. В комплекте силиконовый чехол, наклейки, блок питания на 80 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, защитная пленка с неплохим олеофобным покрытием и скрепка для извлечения лотка под 2 нано-сим-карты. Вес смартфона 194 грамма, габариты стандартные 162 на 75 на 8,1 мм. У смартфона слегка закругленные края корпуса, а рамка выполнена из пластика. В руке он лежит комфортно. У S2V имеется механический трехступенчатый переключатель режимов звука. Все как мы любим. А разъем USB Type-C OTG версии 2.0. Звучание стерео, качество звука хорошее. Есть сертификация HiRes Audio и предустановки аудио под определенные сценарии использования, но только для наушников. Bluetooth кодеков на борту полно, X-образный вибромотор хороший, тактильно приятный. К-порт в наличии, за что спасибо, а вот мини-джека не завезли как и официальную защиту от влаги и пыли. На смартфон установлен AMOLED 2,5D дисплей на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей. Без закругленных краев, рамки по мне минимальные. Имеется поддержка HDR10+, цветовой охват 100% DCI-P3 и 100% sRGB. Плотность пикселей 450 ppi, максимальная яркость 1100 нит, а пиковая 1450 нит. Запас, как говорится, есть. У смарта датчик освещенности не подводит, частота обновления экрана 60 и 120 Гц, а автовыбор работает при включенных 120 Гц. Результат теста на частоту дискретизации касания средний, но в играх отклик отличный.
отличный. Шим не порадовал, результаты теста ниже среднего, но лично у меня глаза не уставали. Цветопередача хорошая, полноценный AOT, Always on Display на борту, сканер отпечатков пальцев в экране работает хорошо и быстро, завести можно до 5 пальцев. Распознавание лица срабатывает даже под углом, но завести можно биометрические данные только одного лица. Процессор MediaTek Dimensity 9000 с графическим процессором Mali G710 MC10 с системой вакуумного жидкостного охлаждения. Сколько всего маркетингового придумывают, правда, чтобы смарт продать. Оболочка ColorOS версии 13 на базе Android 13 версии. Опять же, это китайская версия. Если у вас будет глобалка или у них появится глобалка, напоминаю, что у OnePlus это кислород, Oxygen, операционка. Оперативка LPDDR5X на выбор доступна 12 или 16 гигабайт, внутренняя память UFS 3.1. И на выбор 256 или 512 гигабайт. В наличии Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, для 4G 7 и 20 бенд отсутствует, как и бенд 79 для 5G. Что и, конечно, если вы живете на даче либо в маленьком городе, для вас огромный минус. Отмечу, что у меня по сим-карте блокировки не было, способы разблокировки в интернете есть, и большинству они помогают. Но опять же, этого смарта нет в глобалке, я не читал, чтобы они блокировали смартфоны, у которых нет глобальных версий. Может быть, правда, на момент издания обзора она уже появилась, напишите в комментах. У 2 есть глобалка. Звучание во время разговора приемлемое, датчик приближения не подводил, Bluetooth версии 5.3, NFC-модуль поддерживается. GPS показывает точность в городских условиях до 1 метра, а в помещении до 2. Аккумулятор у Ace 2V имеет емкость 5000 мАч. Смарт отказался пройти тест на автономность, что неудивительно. OnePlus его не любят. Смарт поддерживает быструю зарядку на 80 Вт, беспроводной, к сожалению, не завезли. Заряжается смарт от 0 до сотки за 43 минуты с выключенного состояния. В играх съедает в среднем 32% заряда в час. В играх он показал себя хорошо. У меня есть тест на Твиче, можете посмотреть на лайв-канале в записи, как он отрабатывает, как я отыграл и стримил одновременно, и все было хорошо. Да, он грелся, но не критично. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей, одной LED-вспышки и датчика цветовой температуры. Основной модуль на 60 мегапикселей со светосилой f1.7 и автофокусировкой. Также есть ультраширик на 8 мегапикселей и макро на 2 мегапикселя, наша любимая затычка. Оптического зума нет, как оптической стабилизации. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, этого более чем достаточно. Фронталка на 16 мегапикселей с максимальным разрешением видеосъемки 1080p 30 FPS. Всевозможных режимов в приложении камеры достаточно. И напоминаю, что исходники фото и видео, опять же, я скидываю в свой телеграм-канал личный, а в принципе примеры фото и видео можете посмотреть в обзоре на данный девайс. Там плюс еще комментариев, разумеется, уже море, и о тех, кто купил тоже. Так что еще раз напоминаю, помним, что если вас интересует девайс, смотрим все обзоры у всех, читаем комментарии и после этого только делаем какой-то вывод. Потому что форумы чистят, в принципе, комменты тоже, но если обзору уже много времени, то мало кто их удаляет. И, разумеется, не забудьте проконсультироваться с пользователями. У меня телега есть взаимопомощи, туда заходишь, пишешь ПТЗ, что тебе надо, и тебе советуют. Все просто. А дальше ты решаешь сам. Минусы: нет защиты от влаги, нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, нет 7 и 20 бенда в китайской версии, показатели шима не радуют и довольно быстро смартфон разряжается в играх. Смартфон камерафоном назвать нельзя, но снимает он прямо достойно. Это китайская версия, и брать ее, как помните, это риск. Брать только на распродажу, тем, кто знает, как разблокировать, если что. Поэтому с брендом BBK последних 3 мест мы закончили. Переходим к 7-му месту топа. Здесь расположился Poco X5 Pro. Да-да-да, потому что ценник выгодный. Из плюсов сразу хотелось бы отметить наличие К-порта и мини-джека, а также отличные показатели шима. И наличие 7 и 20 бенда. Пакинг стандартен для Xiaomi Poco, помимо смартфона в комплекте и силиконовый чехол, и блок питания на 67 Вт, и защитная пленка на экране, ну и, разумеется, есть ключ для извлечения лотка, ну, все есть. Зарядный кабель с USB-A на Type-C, все по фэншую. Можно запихать туда 2 нано-сим-карты, к сожалению, карту памяти запихать нельзя. Вес смартфона составляет скромные 183 грамма, а габариты составляют 163 на 76 на 8,6 мм. X5 Pro можно приобрести в желтой, черной и голубой расцветке. Корпус смартфона сделан из пластика, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, что стандартно для этого ценника. У смарта стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio Wireless с аудио-предустановками и кастомным эквалайзером. Bluetooth кодеков на борту много, X-осевой линейный вибромотор средний, но настраиваемый. И К-порт и мини-джек в наличии, многим будут они полезны. AMOLED-дисплей имеет размер 6,67 дюйма и разрешение 2400 на 1080 точек. Технология HDR10+, Dolby Vision и Sunlight Display на борту. Плотность пикселей 394 ppi, яркость 500 нит, пиковая яркость 900 нит, без запаса, но пользоваться можно. Частота обновления экрана 120 Гц, а также 60
160 Гц и адаптивный режим. Он также на борту. Тач на 240 Гц, и по результатам тестирования свои 240 Гц он не отрабатывает лично у меня. Есть встроенный DC-димминг на 1920 Гц и шим. Он здесь хорош. Always on Display всего лишь на 10 секунд, то есть не полноценный. Сканер отпечатков пальцев, который внедрен в кнопку блокировки, работает хорошо и позволяет завести до 5 пальцев. Причем завести один и тот же можно, и это плохо. Распознавание лица срабатывает даже под углом без проблем, а учитывая стоимость девайса, он отрабатывает отлично. Poco X5 Pro установлен процессор Qualcomm Snapdragon 778G, не самый мощный, но очень сильно распиаренный, и графический процессор Adreno 642L. Интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии, оперативка LPDDR4X на 6 или 8 гигабайт, внутренняя память UFS 2.2, ничего фееричного, но на выбор есть 128 или 256 гигабайт. Смарт поддерживает Wi-Fi 6 версии, что круто, есть поддержка 5G, а 4G имеет 7 и 20 бенд. Датчик приближения проблем не создает, микрофон отрабатывает отлично, запись разговора в стоке отсутствует. Bluetooth версии 5.2, NFC модуль работает корректно. Отмечу, что есть проблема с работой NFC, если надет чехол у многих, но у меня ее не было. GPS работает с большим количеством спутников, точность в городских условиях почему-то у меня была до 6 метров. Не ловит он до 3, и это очень странно, может быть, с прошивками как-то допилили, напишите, но у меня была проблема с GPS. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживает он быструю зарядку на 67 Вт, беспроводной, разумеется, нет. Заряжается от 0 до сотки за 46 минут. В играх можете посмотреть тест на Твиче, он поедает 24% в час при одновременном стриминге. При 100% яркости, разумеется, максимальной герцовке, и стриминг был в 1080p 30 FPS, в принципе, смарт показал себя неплохо. В тесте PCMark показал 13 часов 2 минуты на автояркости. В играх, к сожалению, он сбрасывает яркость, процессор явно тротлит сильно. Poco X5 Pro имеет блок камер с 3 сенсорами LED-вспышкой, основной широкоугольный модуль на 108 мегапикселей, сверхширик на 8 мегапикселей, макро на 2 мегапикселя. Запись видео с основного сенсора доступна в 4К 30 FPS, оптостаба здесь нет, но есть цифровая, и стабилизация работает она неплохо. Фронталка на 16 мегапикселей с возможностью снимать видео в 1080p 60 FPS. Xiaomi молодцы. За свои деньги неплохо, но цвета выкручивает. Минусы: плохое качество динамиков вибромотора, нет полноценного АОДа, нет 4К 60 FPS, сбрасывает яркость и греется. Если вам нравится MIUI и линейка Poco, за свои деньги девайс неплохой, и на год-два его однозначно вам хватит, если вы не играете. На 6-м месте моего топа, что странно для вас, но не для меня, iQOO Neo 7. К слову, скоро на канале будет обзор еще на Neo 7 SE. Прежде всего, это игровой смартфон, как и все от iQOO, но он отлично себя показывает не только в играх. Экран с прямыми гранями, минимальные рамки и подбородок, мощный процессор и классная камера. Поставляется смартфон в красивой коробке черного цвета, в комплекте сам смарт с наклеенной защитной пленкой, недорогой, но качественный прозрачный чехол, блок питания на 120 Вт, зарядный кабель с Type-C на Type-C и ключ для извлечения лотка на 2 нано-сим-карты. Весит смарт 200 граммов, габариты 164 на 77 на 8,7 мм. Продается в 3 цветах: черный, голубой и оранжевый. Тыльная часть и рамка выполнены из пластика. У смартфона разъем USB OTG версии 2.0, что не очень хорошо, но у другого не бывает в данной ценовой категории. Звук у смарта стерео Hi-Res качества, и для повседневного использования его более чем достаточно. Есть индивидуальные настройки звука и предустановки, но кастомного эквалайзера, к сожалению, нет. Все основные Bluetooth кодеки на борту, двойной линейный вибромоторчик неплохой, к тому же еще и настраиваемый, как и тактильный отклик. ИК-порт в наличии, за что спасибо, а вот мини-джека не завезли. Оснащен Neo 7 AMOLED E5 дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек. Цветовой охват 100% DCI-P3, HDR10+ на борту, как и сертификация SGS. Плотность пикселей 388 ppi, пиковая яркость 1500 нит, запас яркости небольшой, но есть. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, есть также возможность выбрать 60 Гц и, разумеется, умное переключение. Тач на 1200 Гц, но работает он в ограниченном количестве игр, как вы понимаете, и программ. В играх его работа мне понравилась. DC-димминг на борту, включается он в режиме разработчика, выше 14% шим не поднимался, результат отличный. Полноценный Always on Display, в отличие от некоторых Xiaomi, конечно же, на борту. Разблокировать смарт можно с помощью сканера отпечатков пальцев в экране и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо и быстро, были некоторые недостатки с прошивками с регистрацией отпечатка, но обновлениями их уже исправили. Также можно завести биометрические данные двух лиц, в целом работает все хорошо. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9000+, графический процессор Mali G710, интерфейс Origin OS версии 3 на базе Android 13
этой версии также установлен интеллектуальный графический чип Pro+, оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 и 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, которая не для всех актуальна, но хорошо, что она есть. Для 4G сети 7 и 20 бенд отсутствуют. У iQOO нет глобалок, и это минус для тех, кто живет в малых городах. Тем не менее, связь смартфон у меня лично ловила отлично. Но я в большом городе. Звучание во время разговора хорошее, датчики приближения и микрофон в порядке. Запись разговора на борту без уведомления о начале записи. Bluetooth предпоследней версии 5.2. NFC смартфон поддерживает. На данный момент можно устанавливать MirPay и оплачивать без проблем все покупки, подключать свои наушники, допустим, Sony, быстро через этот модуль. Ну, вы понимаете, для чего еще NFC нужен. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, что для данного процессора стандартно. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке он выдал 9 часов, притом тест я проводил на 120 Гц и максимальной яркости. Смарт поддерживает быструю зарядку на 120 Вт, беспроводной зарядки нет. Заряжается от 0 до сотки за 37 минут, если вы не будете включать быструю зарядку в настройках. За час в играх поедает 21% заряда. В играх Смарт показал себя достойно, играть можно даже в тяжелые игры, но не на максимальных настройках графики, так как будут проскакивать фризы и снижение яркости экрана, так как процессор, к сожалению, тротлит при очень высоких нагрузках. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED-вспышки. Основной сенсор на 50 мегапикселей с оптостабом, сверхширик на 8 и макросенсор на 2. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS, цифровая стабилизация также на борту. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей, его максимальное разрешение для съемки видео стандартно 1080p 30 FPS. В стоке имеется достаточно различных режимов для фото, видеосъемки. Видео с основного сенсора пишет неплохо, фотографии получаются хорошие. Фронтальный сенсор, конечно, слабоват. Минус — это фронтальная камера не радует, нет мини-джека, нет 7 и 20 бенда, нет слота под карту памяти и USB-версия 2.0. Этот смарт, несмотря на тротлинг, показал себя хорошо в играх, если не загружать процессор до предела. За его цену у него вполне неплохая камера. Если вы знаете, что такое китайский смартфон и готовы мириться с китайской прошивкой, которую, к слову, обновляется, то однозначно для себя можете сделать вывод, что это классный смарт. Плюс напоминаю, что у всего бренда BBK, включая iQOO, русский язык будет в стоке, в отличие от Xiaomi. Если вы будете китайскую версию Xiaomi покупать, то там русского языка не будет. На 5-м месте все еще актуальный Poco F4 GT. Во всяком случае, для тех, кто любит игры, это прямо вау, а не девайс. Представитель игровой линейки смартфонов от Xiaomi выделяется прежде всего внешностью, механическими триггерами и, разумеется, RGB-подсветкой. То, что мы любим. Весит смартфон внушительные 223 грамма, и размеры тоже впечатляют. 162 на 77 на 10,7 мм. Помимо яркой желтой расцветки, продается также в черной и серой. Рамки у смартфона алюминиевые, задняя тыльная часть выполнены из стекла. Разъем USB Type-C OTG версии 2.0 неудивительно, так как даже во флагманы его все еще ставят. Хотя это не флагман. Звук у смарта стерео, причем установлены 4 динамика. Есть сертификация Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, аудио предустановки и кастомный эквалайзер, разумеется, на борту. И капорт на месте, а вот мини-джека нет, что очень странно для игрового смартфона. Вы скажете, Type-C-шные проводные наушники использую или переходник. Но я предпочитаю, когда есть мини-джек. В блоке камер встроена RGB-подсветка, которая срабатывает при входящих сообщениях, вызовах и зарядке аккумулятора. Вибромоторчик мне понравился, настроить можно только уровень тактильного отклика. Также на корпусе находится 2 механических магнитных триггера для игр или других действий, которые настраиваются. Защиты от влаги официально заявленной нет, но салазки прорезинены. Оснащен F4 GT AMOLED DOT дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская, цветовой охват 100% DCI-P3, плотность пикселей 395 ppi, эталон нормального смартфона. HDR плюс 10 на борту, яркость 500 нит. Хватает, но запаса вообще нет. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, конечно же, можно выбрать 60 Гц или автоматический режим. Тач на честные 480 Гц, результат теста отличный. Показатели шима хорошие, по заявлениям производителя частота шима 1920 Гц. Судя по тесту, DC-диминг просто вшит. Автояркость отрабатывает корректно, полноценный Always On дисплей в наличии. Сканер отпечатков пальцев внедрен в кнопку блокировки и срабатывает молниеносно. Распознавание лица срабатывает быстро, завести можно до 2 лиц, что хорошо. Подбородка нет, в целом экран радует. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Напоминаю, что F5 Pro оснащен уже 8 Gen 1 Plus, и не особо он отличается. Графический процессор Adreno 730, интерфейс MIUI 14 и Android 13 версии на данный момент. Оперативная память
LPDDR5 доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1. Жаль, что не 4.0, но данный процессор ее и не поддерживает. И здесь доступна на выбор 128 или 256 гигабайт. Смартфон поддерживает Wi-Fi 6E версии, есть поддержка 5G сетей, 7-20 бенд для 4G в наличии. Звучание у смарта отличное и громкое. Датчик приближения иногда у меня сбоит. Bluetooth версии 5.2, NFC-модуль на борту. Под GPS все стандартно для Qualcomm, точность 3 метра. Процессор перегревался, когда смартфон только вышел в продажу, но с обновлениями все это дело немного подтянули по отзывам пользователей. Аккумулятор скромный, всего 4700 мАч. В PC-марке показал время автономной работы 6 часов 21 минуту при максимальной частоте, максимальном разрешении экрана и на максимальной яркости. И я вам скажу, это неплохой результат. У меня недавно был Meizu 20, и он вывозил всего 5 часов с копейками, а здесь 6:21. Смарт поддерживает быструю зарядку на 120 Вт. Быстрая зарядка родным блоком питания дала время полной зарядки в 25 минут. В играх уходит в среднем 29% в час, но они не фризят. И подписчики в комментариях также отзывались о работе аккумулятора не с лучшей стороны, но не будем о грустном. Перейдем же к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и LED-вспышки. Основной модуль на 64 мегапикселя, сверхширик на 8 с углом обзора в 120 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Видео смартфон может писать максимум в 4К 60 FPS без ограничения по времени. Цифровая стабилизация на борту. Фронтальный сенсор на 20 мегапикселей с возможностью снимать видео максимум в 1080p и 60 FPS. Работу камер можно оценить как нормальную, но всегда есть к чему стремиться, и помним, что это игровой смарт, не камерафон. Минусы: нет мини-джека, нет слот под карту памяти, разъем USB Type-C. Версии 2.0 печальная автономность аккумулятора. За что выбирают смартфоны Poco? Конечно же, это адекватная цена при вполне хороших характеристиках. На их смарты есть куча кастомных прошивок, официальных и не только. F4 GT имеет триггеры, что очень удобно в играх. Он красив и понравится не только геймерам. И понятно, что это реинкарнация одного из Redmi. Все всегда Poco делают просто. Xiaomi выпускает у Redmi какой-нибудь супер-мега-флагман, потом Poco берет его и называет просто Poco F чего-то там и продает нам. Да, смарт уже не свежий, но его мощности хватит вам на пару лет точно, мое мнение. На 4-м месте мой любимчик, и не только мой, но и у многих, во всяком случае тех, кто любит фотосъемку на мобильные телефоны. Xiaomi 12T. За эти деньги вы получаете просто хороший средняк от Xiaomi, неплохой сенсор у камеры, мощная зарядка, отличный дисплей и глобальная версия, что для многих очень важно. Поставляется смартфон в стандартном для Xiaomi комплекте, силиконовый чехол, зарядка на 120 Вт, кабель для зарядки с USB-A на USB-C. Весит он 207 граммов, а габариты составляют 163 на 76 на 9,2 мм. В продаже можно найти смартфон в 3 вариантах расцветки: черный, синий и серый. Корпус слегка маркий, выполнен из пластика и стекла. Звук у смартфона полноценное стерео. Имеется сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. Bluetooth кодеков на борту предостаточно, звучание хорошее, громкости хватает. 12T имеет USB разъем Type-C OTG версии 2.0. Лично по мне это минус. Вибромоторчик линейный по оси X, тактильно приятный. Мини-джека нам не дали, зато экопорт на борту. Защиту от влаги производитель не заявлял. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма, имеет нестандартное разрешение 2720 на 1220 пикселей, есть поддержка DCI-P3 и HDR10+. Плотность пикселей довольно хорошая, 446 ppi, я бы даже сказал крутая. Пиковая яркость 900 нит позволяет без проблем пользоваться смартфоном на солнце. Частота обновления экрана 120, 60 Гц и автовыбор. Технология Adaptive Sync на борту, тач на 480 Гц и в целом работает хорошо. Есть поддержка DCI-димминга, показатели шума хорошие, выше 20% не поднимаются. Полноценный Always On дисплей на борту, сканер отпечатков пальцев в экране работает быстро, но не максимально. Лицо распознается отлично, можно завести данные 2 лиц и до 5 отпечатков пальцев. Поставляется смартфон с процессором MediaTek Dimensity 8120 Ultra и графическим процессором Mali G610 MC6. Операционная система MIUI 14 на базе Android 13 версии, оперативная память только 8 ГБ LPDDR5. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор доступно 128 или 256 ГБ. Xiaomi 12T поддерживает Wi-Fi 6 версии, 5G сети, а также 4G 7-20 бенд, что отлично. Микрофоны, как и датчик приближения, не подводили. Bluetooth версии 5.3, NFC на борту. GPS-модули работают с точностью в 1 метр, как и всегда с процессорами МТК. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке показал время автономной работы 7 часов 41 минуту, что немного. Тест я проводил при 120 Гц и на максимальной яркости. Смарт поддерживает быструю зарядку на 120 Вт, беспроводной зарядки нет. От 0 до сотки смарт в среднем заряжается 22 минуты, в играх уходит в среднем до 25% заряда в час. В играх смарт показал себя не идеально, но очень хорошо. Основной
блок камер состоит из 3 модулей и двойной LED-вспышки. Напоминаю, что все фотопримеры, разумеется, в полноценных роликах по ссылке в описании, либо в моем телеграм-канале личном, куда я скидываю исходники. Основной широкоугольный модуль на 108 мегапикселей с оптической стабилизацией автофокусом здесь у нас, ультраширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Видео смартфон снимает максимум в 4К 30 FPS, маловато, хотя многие, как мне пишут, снимают в 1080p 60 FPS. Фронтальный сенсор на 20 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p 60 FPS. Камера отрабатывает неплохо, учитывая стоимость смартфона, а всевозможных режимов для фото и видеосъемки полно. Минусы: нет мини-джека, нет беспроводной зарядки, нет 60 FPS для 4К съемки, автономности маловато. Xiaomi 12T получился сбалансированным средним смартом для жизни, без уклона в какой-то определенный сценарий использования. Можно и поиграть, и поснимать видео для семейного архива, но, как и все, не без минусов. И не забудьте подписаться на этот YouTube канал и написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Если вы думаете, что я сделал 10 обзоров и сделал из них топ, нет, это не так. Я сделал около 200 обзоров за последние 2 года на смартфоны, и это топ-10 свежих смартов. При том, что, разумеется, всегда выходят новинки, и, допустим, открывает тройку лидеров сейчас Realme GT Neo 5 SE. Я его в обзоре частично ругал, но ценник был другой. Сегодня на распродаже он 24 тысячи с копейками. И да, как альтернатива я бы посоветовал вам посмотреть мой стрим с разбором презентации Poco F5 и F5 Pro. И F5 можно сейчас приобрести за 26 тысяч. Это тоже до 30 тысяч рублей, плюс вы получите глобалку. Поэтому обращаем внимание на все. Подписываемся на телегу скидок. Чем хорош Realme GT Neo 5 SE? В первую очередь, конечно же, ценником. А еще тут установлен мощный процессор Qualcomm. Довольно быстрая зарядка, отличная автономность и очень неплохие фотовозможности. Поставляется в коробке черного цвета. В комплекте мы имеем качественный чехол, блок питания на бодрые 100 Вт, кабель с Type-C на Type-C, скрепку для извлечения лотка под сим-карты и уже наклеенную на экран защитную пленку. Размеры смартфона 164 на 76 на 9 мм, а вес 193 грамма. Продается Neo 5 SE всего в 2 вариантах расцветки. Это обыкновенная черная расцветка и градиентная. Внешность необычная, тыльная часть из стекла и рамка из пластика, но качество материалов хорошее. Разъем USB Type-C версии 2.0, редкий для Realme EK-порт в наличии, а мини-джек не завезли. Есть также стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и пространственного звука, звучание хорошее, все популярные аудиокодеки на борту, вибромотор хороший, настроить его работу можно. Защиты от влаги не заявляли, ожидаемо за эту цену. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 точек с поддержкой HDR10+, и 100% цветовым охватом DCI-P3. Плотность пикселей внушительная 450 ppi, пиковая яркость 1400 нит, но максимальная на очень низком уровне. С автояркостью проблем нет. Частота обновления экрана 144 Гц, а также есть 60 Гц и динамический режим. Тач на 1500 Гц, ощущается он, конечно, только используя игровой режим. Результаты теста удовлетворительные. Шим выше 30% не поднимался. Средний результат не всех устроит, но большинство. Полноценный Always On дисплей на борту. Разблокировать экран можно с помощью сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, и завести можно до 5 отпечатков. Распознавание лица срабатывает хорошо, а завести можно данные только одного лица. Процессор установлен новый Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, как и в Poco F5. С графическим процессором Adreno 735 и для управления питанием установлен чип Super VOOC-S. Интерфейс Realme UI на базе Android 13 версии. Интерфейс работает довольно шустро и ничего не тормозит. Русский язык на борту, Google сервисы активируются через стандартные настройки. Оперативка LPDDR5X на выбор доступна 8, 12 и 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и доступна 256 гигабайт, 512 гигабайт или 1 терабайт. Смартфон поддерживает высокоскоростной Wi-Fi 6 серии, есть поддержка Dual 5G сетей. Для 4G есть 7 бенд, но 20-го нет. Связь смартфон ловит хорошо, звучание при звонках отличное, датчик приближения работает у меня исправно, запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи. Bluetooth версии 5.3, NFC модуль на 360 градусов на борту, устанавливаем МРП и платим. GPS показал точность 4 метра, что слабо и непонятно почему, но вот так. Аккумулятор имеет емкость 5500 мАч, от 0 до сотки заряжается за 33 минуты, от родного блока питания на 100 Вт. Довольно быстро, правда? В PC-марке показал время автономной работы в 9 часов 59 минут, почти 10 часов при максимальной частоте и максимальной яркости. В играх смартфон показал себя довольно хорошо, но при этом час игры с одновременным стримингом уходит в среднем 24%, а яркость сбрасывает он довольно быстро. Может быть, как-то с обновами уже допилили, но пока так. Примеры тестов с Твича всегда на лайв-канале. Тестирую смарты по полной. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двухцветной LED-вспышки. Основной сенсор на 64 мегапикселя, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов и макро на 2 мегапикселя. Видео смарт может писать максимум в 4К 30 FPS. Фронтальный сенсор
сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана и может снимать видео максимум в 1080p 30 FPS. Оптостаба нет, но на свою стоимость снимает он неплохо. Минусы: нет оптостаба, запись видео только в 4К 30 FPS, это плохо. Нет слота под расширение памяти, смартфон сбрасывает яркость в играх, пока, во всяком случае, со свежей прошивкой, и это нехорошо. Возможная блокировка сим-карты, хотя, повторяюсь, все, что у меня было от Realme, благополучно по инструкции разблокировалось. На данный момент по гарантии никто его еще не сдавал. В итоге минусов достаточно, но не забываем, что смарт новый, а значит, существует стопроцентная вероятность, что с обновлениями многие недостатки исправят. А учитывая приятную цену, без всяких сейлов, в перспективе мы можем получить довольно мощный универсальный смарт. А если вы играете в игры, то его покупка даже в текущем состоянии обоснована. Второе место забирает Xiaomi 13 Lite. Чем он вам может понравиться? Разумеется, компактными размерами, отличным экраном без шима и неплохими фотовозможностями. В комплекте помимо смартфона мы имеем силиконовый чехол, блок питания на 67 Вт, защитную пленку, зарядный кабель с USB-A на Type-C и скрепку для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, либо одну нано-сим и плюс eSIM. Весит смартфон всего 171 грамм, имеет компактные размеры 159 на 73 на 7,2 мм. И да, если говорить о компактах, следующий в моем топе, разумеется, бы шел Samsung S23. Он маленький, но он дорогой, поэтому до 30 тысяч вы его не купите. Во всяком случае, в ближайший год это точно. И в рабочем состоянии. Перейдем же снова к Xiaomi 13 Lite. Задняя крышка выполнена из стекла, а рамка из пластика. В руке держать удобно, качество материалов и сборка отличные. Продается он в 3 цветах: черный, синий, розовый. USB Type-C разъем версии 2.0, динамики моно, качество и громкость звука не впечатляет. Предустановки звука и кастомный эквалайзер на борту. Bluetooth кодеков на борту очень много, вибромоторчик неплохо, имеет возможность настройки. Мини-джека, к сожалению, нет, а эко-порт стандартно для Xiaomi на месте. Дисплей у 13 Lite AMOLED имеет размер 6,55 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Экран с закругленными краями, есть поддержка Dolby Vision и HDR10+. Цветовое пространство 100% DCI-P3, плотность пикселей эталонная для обычного использования 402 ppi. Яркость 500 нит и это FL, высокая яркость 900, а пиковая в автоматическом режиме 1000 нит. Не уровень флагманов, но в принципе достаточно. Главное, постоянно на солнце не сидеть. Частота обновления экрана 120 Гц, имеется также 60 Гц и стандартный авторежим. Тач на 240 Гц, результат теста средний. Частота регулировки шима 1920 Гц, результаты не превышают 20% показатель. И это хороший результат. Также в смартфоне есть полноценный Always On дисплей. Xiaomi грешат тем, что где-то делают его обрезанным. Смарт можно разблокировать с помощью распознавания лица и сканера отпечатков пальцев. Сканер расположен низко, но можно привыкнуть, тем более, что распознавание лица срабатывает даже под углом. Завести можно до 2 лиц и до 5 пальцев. Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с графическим процессором Adreno 644. Да, это вам не Poco F5. Интерфейс MIUI 14 на базе Android 12 версии и даже не Realme 5 SE, который был выше, который Neo. Оперативка LPDDR4X 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 2.2 на 128 или 256 гигабайт. Поддержка Wi-Fi 6 на борту, также поддержка 5G сети, если кому-то они актуальны. А 4G все бенды в наличии. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны, как и датчик приближения, работают адекватно. Bluetooth предпоследней версии 5.2, NFC-модуль поддерживается, платим RPM, GPS-тест показывает точность стандартно 3 метра, аккумулятор 4500 мАч, маловато, но у вас ведь компакт. В PC-марке показал скромные 6 часов 30 минут, и все равно это на 1,5 часа больше, чем у Meizu 20. А в играх с одновременным стримингом он съел барабанная дробь 32% в час. Он, если по большому счету брать все мои смарты, антилидер по этим показателям. Не игровой он. 3 часа максимум поиграете. Аккумулятор точно не сильная сторона смартфона. Смарт поддерживает быструю зарядку на 67 Вт. И да, вы скажете, она вроде бы старая, но вчера была презентация Poco F5 Pro и Poco F5. К слову, Poco F5 я разыгрываю. Посмотрите презентацию, чтобы узнать условия. И там тоже зарядки на 67 Вт. Были какие-то баги со скоростью зарядки у меня, но сейчас, как говорят подписчики, скорость зарядки от 0 до сотки составляет 40 минут. В играх смартфон показывает себя неплохо, но запас мощности небольшой. Блок камер с тыльной стороны оснащен 3 модулями и двойной LED-вспышкой. Основной модуль на 50 мегапикселей с цифровой стабилизацией, также установлен сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя. Видео смарт может писать максимум в 4К 30 FPS, фронталка на 32 мегапикселя с возможностью снимать видео максимум в 1080p 60 FPS, а также датчик глубины на 8 мегапикселей и 2 замаскированные вспышки. При хорошем освещении можно делать неплохие снимки, чего не скажешь, к сожалению, о видео. Минусы: нет мини-джека, старый USB Type-C, нет возможности расширить память, нет стерео, нет оптостаба. Минусы всегда будут от смартфонов, но не забывайте о плюсах. Здесь очень хороший экран с низким шимом, довольно компактные размеры и малый вес. Да, и цена для глобальной версии хороша, тем более,
что компактов в данном ценовом сегменте практически нет. Ну а что же лидер? Лидер сегодняшнего топа — это Realme GT Neo 5. Почему он, спросите вы? Ну, за относительно небольшие деньги мы получаем притоповый процессор, который в этом смартфоне не тротлит, камера, которая показывает хороший результат, очень быструю зарядку и достойную автономность. И это еще не все. Комплектация стандартна для Realme. Сам смартфон, на котором уже наклеена неплохая защитная пленка, скрепка для лотка на 2 нано-сим-карты, кабель для зарядки с Type-C на Type-C и блок питания на 240 либо 150 Вт. Выбор есть, и это удобно. Весит смарт 199 граммов, габариты 164 на 76 на 9 мм. Продается в 3 цветах: черный, белый и фиолетовый. Дизайн необычный из-за блока камер. Тыльная часть выполнена из стекла, рамка пластиковая. Рядом с блоком камеры встроен RGB-индикатор уведомлений, выглядит необычно и интересно. USB Type-C разъем версии OTG 2.0. К сожалению, мини-джека не завезли, но зато есть и капорт, и стереодинамики с Dolby Atmos. Есть предустановки аудио и кастомный эквалайзер, что удобно. Bluetooth кодеков на борту предостаточно, вибромотор линейный по оси X хороший, настроить силу вибрации и отклик можно. Защиты от влаги, к сожалению, нет, а хотелось бы. Дисплей в Neo 5 установлен AMOLED T7 на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 точек. Полностью прямой экран без закругленных краев и поддержка HDR10+. Плотность пикселей 450 ppi, пиковая яркость 1400 нит, частота обновления экрана 144 Гц, также и 60 Гц и автоматический режим. Тест на частоту дискретизации касания показал средний результат, шим на среднем уровне. DC-диминг включается автоматически при снижении яркости ниже 50%, и так у многих аппаратов BBK. Недавно Oppo Find X6 обычный тестировал. Та же самая история, ниже 50% включается DC-диминг, выше шим приличный. Но показатели все равно у Realme GT Neo 5 не идеальны по шиму. Автояркость подстраивается хорошо, Always On дисплей полноценный. Разблокировать экран можно с помощью сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Оба способа работают отлично, можно внести биометрические данные одного лица и добавить до 5 отпечатков. Подбородок экрана минимален, как и рамки, цветопередача и частота просто космос. Процессор почти последний, Qualcomm Snapdragon 8 Gen плюс 1 с графическим процессором Adreno 730, системой охлаждения топовой, она справляется отлично, интерфейс Realme UI 4 на базе Android 13 версии. С Google сервисами, разумеется, у всего топа проблем нет. Оперативная память LPDDR5X на выбор доступна 8, 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1. На выбор есть 256, 512 и 1 терабайт. Смарт поддерживает Wi-Fi 6 версии, есть поддержка 5G сетей, для 4G есть только 7 бенд. Звучание во время разговора отличное, микрофоны и датчик приближения работают хорошо. Bluetooth версии 5.3, NFC 360 градусов, работает, MirPay устанавливаем платим, GPS показывает точность 3-4 метра, стандартно для Qualcomm. Аккумулятор имеет емкость 4600 мАч, в версии смартфона с зарядкой на 240 Вт. Также есть версия с блоком на 150 Вт и аккумулятором на 5000 мАч. С версией на 4600 мАч PC-Market показал время автономной работы в 7 часов 7 минут. К слову, версия на 150 Вт у меня тоже на руках, и скоро на нее сделаю обзор тоже. При максимальной частоте и на максимальной яркости, если сравнивать автоматический выбор, то показатели просто космические. С 0 до сотки мне удавалось зарядить его за 12 минут, возможно, у вас получается быстрее. В играх уходит 21% заряда в час с одновременным стримингом. Вспоминаем Xiaomi 13 Lite с 32% и понимаем, как это круто. На лайв-канале и Твиче, повторяюсь, есть записи тестов в игре. Блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двойной LED-вспышки. Основной модуль на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Есть еще сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов и макро на 2 мегапикселя. Запись доступна максимум в 4К 60 FPS. Всяких фильтров и вспомогательных режимов в стоке полно. Фронтальная камера на 16 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p и 30 FPS. К слову, Neo 5 неплох по камере, автофокус работает хорошо, оптическая стабилизация порадовала. Минусы: нет телефотосенсора, нет беспроводной зарядки, возможно блокировка сим-карты, но разблокировка пока работает у всех. Напоминаю, что мануал по разборке есть и в моей телеге, и не только. В форумах их море. Нет возможности расширить объем карты памяти, но даже несмотря на минусы, я могу с легкостью советовать вам Neo 5 к покупке. Когда появился Neo 2, народ его купил и по сей день рады этому смартфону. Также было с Neo 3, Neo 3T. Недовольных вы найдете немного. Экран крутой, зарядка быстрая, работает шустро. Вы реально можете зарядить смарт на 70% за 7 минут. Играть на нем удобно, а если вы сможете взять этот смарт на сейле по приятной цене, то это вообще супер-мега-пушка, гонка, шок. Резюмирую. Всем, кому понравился данный топ, прошу написать об этом в комментариях. Вы поможете проекту. Разумеется, подпишитесь на канал с колоколом. У меня обзоры каждый день, иногда даже чаще. Плюс на лайв-канале выгружаю пруфы, либо делаю стримы. Всем девайсам из топа да. Все это реально приобрести до 30 тысяч рублей с сегодняшним курсом на распродажах. И все это я могу вам советовать. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.